Всем добрый день. Вот. Значит, хочу парочку видео заснять про мои мультитулы. Значит, это вот один из них. Это Лазерман Скелетул. Вот. Без всяких там SX, что-то там еще есть. Вот. Обычный просто. Вот. Вот, значит, вот такой он у меня мультитул. Вот, так как у меня чехольчика к нему не было, то есть он как бы без чехла идет, ну, по крайней мере, в моей версии. Вот, у меня был от другого, значит, мультитула, тоже от Лазерманского такой чехольчик. По-моему, CD-Kick, по-моему, CD-Kick, по-моему, был, назывался. Тут еще карабинчик такой был к нему, с битами. Вот, такой замшевый. Вот я его засовываю на карабин, если что, куда-то подвесить можно. Вот. Такой вот чехол замшевый. Вот. Ну, значит, вот что у меня. Значит, вот такой инопланетный, значит, вид у него. Вот. Хотел сначала взять Wave. В принципе, там небольшая была разница в цене, там где-то рублей 500, что ли. Вот, в то время, ну, когда брал. Еще он как раз только появился тогда. Вот. И, не знаю, что-то так захотелось именно его, там, тем более он такой легкий. Вот, ну, по крайней мере, так, по сравнению с другими там мультитулами. Сейчас точно не скажу. Значит, вот, ну, визуально понравился. Такой, какой-то он, так, ну, не как все, будем так говорить. Интересно, если вот просверлено такие отверстия сделаны, облегчающие, видимо. Вот. Здесь у нас с внешней стороны есть, значит, что у нас. Сейчас, секунду. Значит, вот такой нож. Вот. Значит, вот так лучше. Значит, лезвие такого вида. Значит, лезвие у нас полсрейтерное. Вот, тоже облегченный клинок. Такой, значит, срейтер. Вот, ну, я немножко уже правил, чуть-чуть, ну, тоже правил так, чуть-чуть, чтобы более, потому что я им много резал. Вот. Ну, клинок нормальный. Я не сказал, чтобы он там длинный какой-то, еще что-то. Ну, это, в принципе, для так вот, что-то обрезать, там, веревку там, еще что-то там. То есть, в принципе, нормально. Вот. Вот такой клинок. Дальше, значит, что у нас? Сейчас, секунду. Здесь у нас, значит, другая сторона у нас, что такой, как бы карабин, можно вешать куда-то там на рюкзак или на что-то. Вот, и, значит, здесь же вот он там помечен, такая, как бы, бутылка нарисована. Он может использоваться как открывашка. Вот, то есть, вот такая вещь. Ну и тоже на внешней стороне еще что у нас здесь вот есть такой, как бы, клипса. Вот. То есть можно на карман тоже вешать куда-то, на ремень. Вот. Такая, значит, клипса. Здесь везде написано Лазерман. Тут тоже. Вот. Так, значит, дальше. Так, вот, значит, у нас здесь раскрываем вот такого вида. Вот. Получается, у нас здесь как бы битодержатель. Вот. Здесь внутри, значит, крестовая отвертка, она туда-сюда. То есть можно ее менять, вытаскивать, она двухсторонняя. Вот. И, значит, здесь же, в внешней, значит, стороне, вот здесь вот такой есть как бы паз. Здесь вот можно вытащить. То есть там, ну, внутри находится, вот, если видно, здесь еще одна, как бы, бита, тоже плоская. Вот. Она здесь хранится прямо в рукоятке. Вот. То есть можно где-то что-то отвернуть. Вот. Здесь клавиша, нажимаешь, и бита вытаскивается. Вот.
То есть вот такая удобная штука. Ну, к ним еще дополнительных бит, кроме вот этих двух, значит, нету к нему. Ну, можно докупить, они продаются, в принципе. Ну, вот. Значит, вот так вот. Значит, и вот у нас, значит, что дальше. Значит, при полном открытии получается вот такого вида плоскогубца. Здесь, значит, у нас скрываем, здесь у нас, значит, сами плоскогубцы, значит, такие нормальные. Вот, обжим, значит, середину где-то тоже такое, можно что-то, какие-то гаечки крутить, там еще что-то. И здесь у нас, значит, находятся такие, как сказать, кусачки. То есть можно проволоку, пробовал проволоку, значит, толстую, медную, такую, жесткую. Вот. Ну, пару раз пожился, нормально, откусили, значит, и это самое, без проблем, то есть никаких повреждений на нем не было. То есть вполне справляется своей работой. Плоскогубцы хорошие. Здесь тоже логотип сядь, Безерман. Вот. Они такие небольшие. То есть как вот небольшой, как бы, DC нож, в принципе, даже удобно будет с собой таскать. Вот, то есть вот такой ножичек. Вернее, не ножичек, а мультитульчик. Вот. В раскрытом виде он, значит, вот так выглядит. Сейчас покажу в сравнении с каким-нибудь ножом. Вот. Вот, значит, сейчас покажу, значит, сравнение с офицерским. Вот у меня есть Victorinox. Значит, это Victorinox компакт. Такой вот у меня небольшой вот он. Ну, то есть он примерно, значит, если по размерам, ну, не намного превышает, значит, тот самый этот компакт. Вот, то есть вот краешку приложить. Вот, ну, не знаю, наверное, это, ну, сантиметр полтора, наверное, разница. Вот. Ну, еще вот, значит, могу сейчас еще приложу, тоже вот последнее свое, как бы, приобретение. Значит, Cold Steel Pro Light. Вот, это наоборот, немножко получается побольше, как бы. Вот, то есть, вот в таком ракурсе как-то. Вот. Ну, можно, конечно, еще что-нибудь известное положить. Сейчас посмотрю еще, может, что-то у меня есть еще однорукий Victorinox, вот солдатский. Вот такой. Значит, ну, в принципе, я думаю, понятно. Значит, какой тут размер. Вот. То есть, значит, вот, так что вот такой интересный мультитул. Значит, фирма, значит, у нас Лезерман. Вот, называется он Скелетул. Вот. Произведен, значит, он в Штатах, значит, по-моему, в Портленде. Вот. Орегон, по-моему, что ли. Что-то такое. Вот. Насколько я слышал. Вот. Вот такой интересный нож. Это, значит, мультитул. Вот. У меня еще есть Victorinox. Значит, в ближайшее время, возможно, еще и про него расскажу. Вот. Так что вот, ну, пишите комментарии, вопросики, вот, подписывайтесь на видео. Вот, ну, до новых встреч. Всего доброго, всем пока.